На этой картине изображены Адам и Ева, которые только что отведали запретный плод от дерева познания и таким образом впервые согрешили. Хорошо нарисовано, красиво, масштабно. Но верно ли? Почему, например, Ева предлагает Адаму яблоко, а не какой-нибудь другой фрукт? В Ветхом Завете, где приводится эта история, сказано просто «плод», «пери». Это может быть, например, груша, не так ли? И звучит похоже «пирум». А были ли яблоки в Израиле на момент написания Ветхого Завета? Ведь они, по общему мнению, выведены в Средней Азии, примерно в том месте, где сейчас расположился Казахстан. Яблоня Сиверса, до сих пор растущая там, предок всех сортов яблок. Алма-Ата – отец яблок. Это не случайно. Но на момент написания Ветхого Завета яблони в Израиле, наверное, еще не росли. Финики с фигами, виноград и так далее. Абрикосы, персики. Цитрусовые. Тоже еще не пришли из Китая шелковыми тропами. Интересно, что отведав запретный плод, наша пара впервые испытала стыд и прикрыла наготу фиговыми листьями. Это задокументировано там же. Genesis 3.7. Разумеется, они не стали бы бегать по райскому саду голышом в поисках смоковницы. Прямо где ели, там листья и сорвали. Таким образом, запретным и очень вкусным плодом была фига. Инжир. Деревом познания была смоковница. Примерно под таким же священным деревом Будда достиг просветления, бодхи, 2500 лет назад. В это же время был закончен Ветхий Завет. Связь религий. Фига, между прочим, символизирует мудрость, как и змея в некоторых культурах. Откуда же взялось яблоко? А это из латинского языка. Интересно, что в первом переводе Библии, который был сделан в IV веке, Вульгате, тоже нет уточнения, какой именно плод был использован. По-латински яблоко – это малум. Зло тоже малум. Злое яблоко. Яблоками, в смысле пом, apples, в древнее время называли практически любые круглые фрукты. Отсюда померанцы, помегранаты, помидоры, помело, помдетеры. Так что европейская живопись следует латинской традиции. А латинская? Греческой. Яблоко раздора, помните? Наверное, это оттуда. Таким образом, правильно изображать начало грехопадения нужно так. С обыкновенной фигой. Фигой обыкновенной. И что это такое, по-вашему? ООО. Обыкновенный, оголтелый обман. Вас удивляет? Меня нет. Впрочем, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу того, как мы тут зафигачили, то есть зазмеячили сюжет. Хе-хе.